Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, тех, кто в записи его когда-то будет смотреть или пересматривать. Привет, Оливка, привет, Фагот. Привет, может, те, кто смотрит сейчас, но не пишет. Продолжаем снова Hollow Knight, уже который шестой у нас вроде как стрим уже. Да, шестой уже. Продолжаем исследовать всякие новые локации, новых боссов, новые загадки, новые способности получать. Интересно, что на сегодня будет намечаться. Привет, правда я минут через 10 спать пойду. Привет, Иван Петров. Ой, не тот аккаунт. Это ты, Игорь. Теперь нормально. О, привет, Игорь. Через 10 спать пойдешь? Ну, не смертельно, в записи всегда все останется. Хотя бы начало увидишь. С другой стороны. Оливка, Фагот и Игорь. Как ваши дела, как ваш день сегодня прошел? Все ли хорошо, все ли нормально? Есть ли какие-нибудь новости там? Интересные или не очень? Или все как обычно? Я пока тем временем загружаюсь. На чем это мы остановились? Мы остановились на том, что у нас дух остался в том самом месте. Очень сложном. И, вспоминая планы, которые я себе на сегодня строил, у нас сегодня начало должно было бы начаться, извините за тавтологию, с Долины Духов. У нас там открылось такое место, где целая гора всяких духов, призраков каких-то, и там очень много диалогов, я так понимаю, и с каждым из них придется сейчас мне читать. Потом, после этого, я хотел зеленую тропу еще раз исследовать, потому что там раз, два, три, ну не считая вон тот проход, где мы умерли, и все, 3 прохода еще я вижу, где я не был. В забытом перепутье не знаю, где я там что-то пропустил или нет. В землях упокоения у нас все, в Кристальном пике у нас все. На прошлом стриме гробницу Джонни, ага. Боющие утесы, то есть мы прошли на прошлом стриме. Город слез там вроде тоже у нас все. Королевский исток я еще думал сегодня посмотреть наконец. Во-первых, там босс, во-вторых, мы там где-то кислоту слили. Надо там глянуть, что да как. Котлован тоже, и там возле вот этого лифта, которого там нет. Еще есть деревца, которые там надо активировать. И над деревней Богомолов еще есть деревца. И вот тут в Долине Духов еще есть деревца. Ну, еще у нас есть и новые локации. Это глубинное гнездо и локация с медузами, которым их вообще их не трогали вообще. Еще вот они есть. Ну и котлован, наверное, тоже можно считать вообще не исследованной, потому что мы там совсем малость ее глянули. Толком. И все. Вот такие планы. Да, нормально. Без новостей. С одной стороны, это хорошо, что стабильно, ничего такого страшного или неожиданного, неприятного не произошло. А с другой стороны, могло же и что-то приятное случиться, правда ведь? Все хорошо. Ага, у тебя тоже все хорошо. И у Фагота тоже все хорошо. У меня тоже все хорошо. Вот я присоединяюсь к вашим и хорошечным сообщениям. У меня тоже все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Так, у нас тут на фоне хрипит этот рогач. Давай-ка уйдем отсюда, чтобы не хрипел там. Тут вышла локация новая. Комната, точнее. Кстати, я 110 апнул. Процентов. Осталось всего 3. 3% осталось. Так, пошлите начинать вот этой вот Долины Духов как раз таки. Сейчас будет много читанины, наверное, в начале.
Потому что я смотрел, их там капец как много, этих духов. С этим мы говорили. С этим мы говорили. И с этим мы говорили. А вот остальные уже нет. Начиная с вот этого. Раньше я помогал другим. Мне приводили больных и умирающих. Но что это изменило? Доктор Чагакс. Любая победа над смертью всегда временна. Грустные мысли. Не бойся, маленькое создание. Мирный воздух этого места, похоже, обуздал мою некогда неистовую ярость. Не пугайся моей внешности, здесь я по-прежнему по-настоящему нашел покой. Ты воин, Кроха? Настоящий воин, тот, кто может непоколебимо стоять в самом сердце бури. Крепись, воин Кроха. Раньше я был одержим силой, но пробыв в этой долине, я потерял к этому интерес. Стремиться к столь порочной цели, что за глупец я был? Нам всегда что-то напоминает о наших ошибках. Не хотелось ими, ага. Не тяготись ими, но читай по ним. Куда тебе идти не следует. Блочка у меня на шее. Это мои прелестные друзья, всегда готовые составить мне компанию. Да и общаться с ними интереснее, чем с местными чудаками. Нравятся мои гвозди, маленький странник? Что бы там ни говорилось в легендах, у меня с собой их только 3. И все же, каждый острее предыдущего. Да и чтобы тебя разрубить, довольно лишь одного. Разве мои гвозди не самые прекрасные в мире? Их изящные, их сияющие лезвия остры и смертоносны. Разглядываешь мои потрясающие отметины, я погляжу. Видишь ли, я происхожу из особого вида, хотя я не видела себе подобных уже очень давно. Тебе нравится в нашей долине? Я бы дал тебе совет, но раз ты уже тут, то, похоже, вполне можешь постоять за себя. Какая кроха, и производишь глубокое впечатление. Я в какой-то степени тоже воин, но даже я не решился бы поднять на тебя гвоздь. Не бойся моего гниющего вида, хоть мое тело и порядком полиняло, внутри я не изменился. Хоть мое тело и порядком полиняло, да, это ты говоришь. Все проблемы в этой жизни можно решить грубой силой. Такая простая мантра, я всегда жил по ней. Тебе стоило бы проследовать моему примеру. Да ты, видимо, видна не из дюжих мыслей. Помни, жучок, сокруши свои страхи, сокруши свои проблемы, сокруши своих врагов. Не суди обо мне по одному только виду. Хоть я и мал, но моя душа черна, а бою мной овладевает слепая ярость. Тебе все равно не хватило бы духу со мной сражаться. Ой, да ладно. Приветствую, собрата-путешественника. Отправляйся в путь. Я бы пошел с тобой, но так много времени прошло с тех пор. Боюсь голову потерять с перепугу. Ты ее уже, кажется, потерял. Завидую твоему бесстрашию перед этим миром. Мне у тебя еще учиться и учиться. Осторожно! Не касайся меня, я жгусь кислотой. Не хочу причинить вред. Это защитный механизм моего вида, но он так мешает при встрече с другими жуками. Не приближайся, я не желаю вреда. Скоро увидимся, сказала она мне. Но это было так давно. Куда же она направилась? Иди докучай кому-нибудь еще. Я не тебя здесь жду. Ой, ну и ладно. Странник. Я много где бывал.
и много чего совершишь за свою богатую жизнь. Но ты, я полагаю, меня обскочишь. Я-то сам уже давно бросил ходить по пещерам Холлоу-Неста, и с тех пор, думаю, они сделались еще опаснее. Но я уверен, у тебя все получится. С твоим-то боевым настроем. Удачи, мир огромен, вот увидишь. Странно видеть вооруженного мотылька. Мы довольно мирное создание, но я не единственный из моего рода, кто взялся за оружие. Еще один мой родич бросил вызов окраинам этого мира, стреляясь отыскать давно позабытую истину. Интересно, что же с ним сталось? Я прибыл сюда издалека, и хоть мой панцирь мог показаться тебе чужеродной диковиной, внутри я такой же жук, как и ты. Так ты тоже будешь биться? Вижу, у тебя есть гвоздь, но, похоже, твой панцирь не развился до конца. В нынешнем состоянии тебе довольно опасно путешествовать, да и неразумно, к слову. Кажись, все. Ну-ка, ну-ка. Хочу кое-что глянуть. Проверить. Ага. Секрет. Так, а теперь пора снова чат глянуть, а то я тут погрузился в эти духи, в эти диалоги. Привет, Эмикс, привет, Азель. Рад вас видеть. Так, на чем я остановился? Ну что-то хорошее мы себе делаем сами. А это ресурса и энергозатратно. Поскольку у меня недавно была поездка в Москву и достаточно приключенческая. Мне пока чего-то большого не хочется. Понимаю. Иногда хочется спокойствия, тишины, отдохнуть. А не всякие вот эти путешествия. Тоже, конечно, хорошо, но всего понемножку, наверное. Но всякие приятные мелочи, они ежедневны. Небо красивое или там вкусняшку купить. Да, это да. Так что до следующего многотекста нужно время. Окей. Как минимум от меня. А там кто знает, у кого какая история будет. Хорошо сказано, хорошо. Привет, привет, Эмикс. Эти призраки вроде как воспоминания жуков, которые остались здесь. То есть самих жуков тут нет. Ну, оно и логично. Как понимаю, ты уже близок к концу? Без понятия. Вот все, что я могу сказать и показать точнее, это карту, вот, где я уже был, сколько я уже открыл. И я без понятия пока. Это много, мало, половина, больше, меньше. Я вообще не следил и не уточнял, на каком я моменте. И спойлерить, если честно, себе не собираюсь. Сколько мне там до финала. Тем более мне много раз говорили, что тут финал, он такой, какой-то неожиданный. И ты до него можешь дойти и не понять этого. Или это про DLC было, или про то и другое. Да нет, еще вот Игорь говорит. Здравствуйте, здравствуйте, Азель. Провидица тоже мотылек. Она говорила, что последняя в своем роде, вроде как даже. Вроде как. Масло масляное. Там лор интересный про этих мотыльков. Мне уже много в рекомендации попадается всяких подобных роликов про лор, про сюжет игры. И я не знаю, стараться мне до сих пор их не смотреть и не спойлерить себе, или что-то уже можно глянуть. Вот боюсь. Привет, Миша. Покажи способности. Вот. Эмикс, Оливка.
кстати, форум. Я купил SSD. Так. Друг тот самый посоветовал что-то. Выбрал. Какой? Хотя это мне мало что скажет, если честно, но все равно поинтересуюсь. Какой? Только купил или уже ставил, уже все готово? Так что компу жить. Ей. Вот только моник купить осталось для полного счастья. Да. Будет вообще пушка-бомба. Да лучше после прохождения посмотреть, думаю. Вот и я постоянно на такой мысли останавливаюсь в такие моменты, когда вроде хочется глянуть, а потом вспоминаю, что лучше попозже. Так, что это? А, еще один идол короля. Я только на него смотрел в инвентаре. Вот еще один. И все тут. Даже когда воду бьешь, такой прикольный звук. Все тогда. С долиной духов мы закончили. А нет, не закончили. Там еще есть деревце, про которые я забыл. С духами вроде всеми поговорили. Вроде бы. Тут ничего секретного? Нет, это начало. Пока рано лор смотреть. На 1 терабайт от Декспа. Ну да, мне это реально ничего не сказала, но может кому-то в чате что-то сказала, кто шарит. Здорово. Здорово, киллер. Ты, кажется, у нас впервые. Или нет? Или да, или нет. Да, вроде я никого не пропустил. А вот деревца пропустил. Поехали. Давайте с этой стороны пойдем обратно наверх. Ну, Моник уже идет ко мне, уже заказал. А, уже? Так. Ну что тогда за Моник говори? Раз уж уже заказал. Тоже друг посоветовал или друг только с SSD посоветовал? Ай. Слишком рано спрыгнул. Дексп. Или DXP, не шарю, если что. Я Пантеону прохожу. А где здесь плачущая девушка? Какая девушка? Если что, я прохожу впервые, поэтому без спойлеров, даже между собой там в чате. За Пантеоны я никакие не понимаю, не шарю. Так что аккуратнее там с этим всем. Уточню на всякий случай. Привет, Алихан. Добро пожаловать. Тоже друг посоветовал. Видишь, какой хороший друг. Мне с такими друзьями не повезло. Так, тут вроде все собрал наверху.
Эх. О. Судя по звуку, это все. Судя по звуку, мы собрали все. А интересно, это бабка еще что-то дает за эти сущности или уже те награды я получил? Сейчас проверим. Гвозденосец, ты вернулся. Дай-ка взглянуть на твой гвоздь грез. Значит, 300 сущностей собрано. Да, вижу, грезы этого древнего королевства начинают льнуть к тебе. Льнуть. Это воодушевляет. Твое появление определенно сделало мой безотрадный труд приятней. Быть смотрительницей этого места работенка невеселая. Хотя мне не пристало жаловаться, следить за могилами, направлять гвозденосца на путь его. Все это в покаянии за старые грехи. Иногда так важно держать равновесие. Возьми эту безделушку в награду за твои совершения. И возвращайся, когда соберешь 500 сущностей. Продолжай неустанно трудиться. Бледная руда. Это для гвоздя. Но нам надо их 2. Отлично. Копим 500 сущностей. Сюда провидится с грезами. Это я помню. Сорян. 27 дюймов, слегка изогнутый, 180 Гц от Redmi. Изогнутый ты захотел? Вот я не люблю, если честно, лично я изогнутые. Этот, который вот у меня сейчас, прям такой, как я приблизительно себе и мечтал, наверное. Если пишете про пантеоны, пишите... Да. Заувалировано, очень сильно заувалировано между собой. Можете пытаться обсуждать что-то там такое, чтобы я не догадался. А то я все равно в чат смотрю, читаю и... Могу что-то случайно или не случайно себе заспойлерить. Так он вообще живет в компах, работает с ними, все дела. Да, я припоминаю, ты говорил. Но у меня таких в скобочках полезных друзей не было и в помине. Но когда вот что-то подобное собираешь, там или обновляешь, или покупаешь, или добавляю что-то в комп, там, мелочь хотя бы какую-то, то такие друзья очень пригождаются. Я тоже, кстати, пантеон прохожу. Я все еще не знаю, что это. И пока не хочу даже знать, если честно. Так, этого между собой. Ладно, тогда я свои планы буду смотреть, пока вы там свое обсуждаете. Так, Долину Духов, как я сказал, мы уже посмотрели. Все, тогда я иду сейчас, во-первых, в метро. А из метро я пойду в Зеленую тропу, как и хотел давно. И посмотрю там некоторые местечки, которые я пропустил. И там будет видно, что там. Как я и говорил, у нас еще глубинное гнездо, котлован, стоки. И вроде еще что-то. Да, такой план. Удачи тебе. МП Лайт. Благодарю за удачу, если ты мне. Или если ты кому-то в чате, то привет хотя бы тебе.
Тебя я точно не помню на стримах, значит, ты точно у нас впервые. Добро пожаловать. Так, сейчас первым делом я иду наверх и направо. Ну, честно говоря, он по цене не прям кусался, как другие. Да и хотелось бы попробовать изогнутые, ведь с ними я никогда не контачил. Я тоже никогда не контачил, но что-то у меня вот все равно не было, если честно, желания экспериментировать. Не классические, лично мое мнение. Приятнее и привычнее. Я же когда в прошлом году обновлял его... А, я же не скидывал его никуда. Да ведь? Это я мышку и гарнитуру скидывал. Я уже не помню. Там на бусте было одно, потом в сообществе. Вроде не скидывал. Так, еще ниже и направо. Ай. Аккуратно. Буквально перед этим стримом был на другом стриме по Силксонгу, где человек очень горел от босса. Я уже не знаю, то ли в предвкушении хорошем, то ли у меня страх есть перед Силксонгом. Мне уже все пугают, какой он там ложный по сравнению с первой частью. Мне уже страшно. Но, по крайней мере, пока, на данный момент, на 6-й стрим, у меня в этой части, по крайней мере, в первой, почти не было никаких душных моментов или бомбежей. Больше были какие-то неприятные моменты, связанные именно с каким-то паркуром и с особенностями игры на геймпаде, чем именно с боссами. Пока я вроде не бомбил. Пока! Ключевое слово, наверное. Между собой? Ага, понятно. Но мне кажется, что в таких мониках будет побольше погружения. Возможно. Вот я говорю, я не пробовал, не знаю этот экспириенс. Вот заодно будет интересно услышать от тебя, когда ты попробуешь. Ты вот как раз и с обычными пробовал, и попробуешь еще с такими. И скажешь, как тебе это самое погружение, как изменения, лучше или нет. Конечно, тебе. Да, я случайно зашел, великолепная игра. Первая часть для меня прям за душу тронула. Сейчас прохожу вторую часть. О, тогда приятно, приятно. Я пока впервые тоже решился наконец до нее дотронуться. В будущем Silksong тоже, наверное. Да не наверное, а скорее всего точно. Попробую. Но он уже во вторник придет. Я все отпишу. Договорились? Привет, Захар. Рад и тебя видеть. Первая часть намного сложнее. Они врут. Да ладно. Что-то, по-моему, все говорят, что вторая сложнее, и только один ты говоришь, что первая сложнее. Кто-то, кажись, меня обманывает. Я очень люблю желчноводье. Кого? Желчноводье? Привет, Крейг. Крейг. Желчноводье? Это такая локация, что ли? У меня такой нет. Не зря говорят, что первая часть это обучение Силксонга. Говорят. Привет, Никита. Как по мне, Силксонг переоценен по плане сложности.
Ну, это каждому, наверное, свое. Каждый пробует лично сыграть и свои ощущения. Там паркур не очень-то и сложный. Привет, рыцарь. Привет, рыцарь. Это ты кому, рыцарь? Это ты мне? И какому ты рыцарь? Или ты в чате? Silksong сложнее первой части, как минимум, на мое мнение. Но как минимум я подобные мнения очень часто слышу. Silksong сложный, если не играть первую часть. После нее Silksong вполне нормально. Но если ты первую часть, наверное, проходил 7 лет назад, или когда она там вышла, то, наверное, ощущения уже будут совсем другие, чем когда ты игру проходил, вот, например, неделю назад или месяц назад. Согласитесь. Это же логично. Вот поэтому, наверное, и разнятся мнения. Как минимум в этой части тоже. Если не считать первый паркур, пантеон первой части, то легче. Это лекции из второй части. Локации. За вторую часть я вообще без понятия. Я тут за первую мало что знаю, а за вторую вообще. Как по мне, последний босс второго акта в Silksong слишком слабый. По мне, первая часть лучше. Вот сколько людей, столько и мнений. Меня мама во вторую часть играла. Мама во вторую часть играла? Да ты что? Блин, я бы ее расспросил. Есть у нее вопросы к игре, но о них расскажу, если сам играть будешь. Во вторую часть. Но в первую она не играла, да? Ну тогда, пока мы еще до второй части дойдем, это еще, наверное, не скоро. Тут эти электрические хреновины. То есть опять сейчас паркур будет. Замечательно. Привет, Скрич. Давно тебе не был. Давно не виделись. У нас уже столько произошло за все эти стримы. Ай. Колючки страдания или что, я не успел. Да. Стоимость 1. Чувствует боль носящего и карает за это мир вокруг него. Атакует колючими сорняками всех врагов поблизости каждый раз, когда вы получаете урон. Блин, поскорее бы уже мне новую ячейку амулетов, а то я уже столько всяких интересных увидел, которые бы хотел попробовать. Постоянно нет мест. Она и первую играла, прошла и то, и то. Нифига себе, она у тебя крутая. Вот это твоя мама мощь. Я все больше и больше не узнаю всяких внезапных, эпичных фактов. В первой части музыка намного лучше, так что наслаждайся моментом. Да, вот я тоже слышал, что многие хвалят во второй части, музыка намного стала лучше. Хоть и первая она тоже хороша. Ну, как я и говорю, многие разнятся во мнениях, сколько людей, столько и мнений, все дела. Заходи к Дымчи или Еленушке на стрим, она часто заходит к ним. Блин. Ну, прям заинтриговало. А захотелось пообсуждать с ней. Все вот это вот. Наверное, надо быть, да.
Насчет музыки все субъективно. Кому-то больше Silksong музыка нравится, кому-то в первой части. Мне лично Silksong музыка больше. Ну да. Ну это все взаимосвязано. Вот это кто считает игру сложнее, какую именно, кто музыку круче, кто боссов красивее, локации там. Ну это во всех играх так работает. Я пока свое мнение еще говорить не буду. Что мне больше нравится, что круче. Даже насчет первой части. Насчет второй это понятно. Но даже насчет первой я пока ничего говорить не буду. Только буквально какие-то первые впечатления и все на это. Тебе стримы или слишком поздно, или слишком рано? Ну, извините. У меня либо когда есть время, либо когда есть свет. Либо и то, и то. Где вы видели стримеров, которые подстраиваются под кого-то? Тут со светом часто полная жесть творится, так что когда получается, тогда получается. А в последнее время вообще то вечерние, то дневные, то ночные, то утренние. Хотя нет, утренних уже давненько не было. Форум, ты укр? По-моему, ты уже 5 раз меня об этом спрашивал, и я 5 раз тебе говорил да. И где-то кто-то другой спрашивал. Но уже точно спрашивали на прошлых стримах. А ты же можешь перечаровываться? Что это такое? Оливка, ты уже говоришь всякими фразами, как будто ты уже профи, уже больше за меня чего-то знаешь. Ну-ка, ну-ка. Не надо, он один раз уже. А, это та самая фигня, о которой ты, Игорь, говорил на каком-то стриме? Для него это теперь самый душный момент игры. Ну, один из, наверное. Да будет свет. Да. Я не против. Переочарование это про амулеты. Да, тогда я понял, о чем это. Ну, типа, ты вначале много раз тыкал на амулет, и он все равно добавлялся. Да, тогда я понял, о чем. И да, мне эта фигня не понравилась. По крайней мере, на том моменте, в самом начале игры. Не знаю, как оно там в будущем, в поздних этапах будет. Переочарование надеть амулетов больше, чем позволяет ячейки, но урон двойной. Вот именно, что двойной урон. А тогда на начале игры для меня двойной урон как раз то, что надо было, в скобочках. Так, вот тут есть проход вниз и есть проход влево. Справа скамейка. Справа я вижу, да. Давайте к ней сходим тогда. Чтобы, если вдруг меня убьют, чтобы отсюда появляться. Так, не сюда, кажется. А почему душный? Ну, потому что вот в начале игры получать двойной урон для меня вообще не то, что я хотел бы.
Вот на поздних этапах, наверное, это полезно будет. Когда ты уже прям приловчился и к уклонениям, и к паркуру, и куча у тебя способностей есть. И уже можно не получать вообще урон. Хорошо уклоняясь при этом. Когда вначале ты ничего не умеешь, и у тебя сразу двойной урон по тебе проходит, ну, такое себе. Так, сохранились, карта обновлена. Идем вниз. Он не мог от грибов свалить. И потерял 800 душ. Первые 800 душ. Слева босс. Скринч. А ну, цыц. Ты видишь название стрима? Это значит, что чат сегодня меня душнить не должен. И игра, надеюсь, тоже. И подсказки держите при себе. Форум, мы ждем ленивые ночные стримы по Геншину. Вчера был... Нет, позавчера. Позавчера был ленивый ночной стрим по Аркнайтсу. Ничего не знаю. Это вы его где-то там проспали. А он был. Насчет Геншина не знаю. Там даже анимация не до конца прошла, и он меня уже ударил каким-то чудом. Эй! Так, понял. Либо вверх бьем, либо вниз бьем. Ну, на геймпаде это, конечно, да, мега удобно. Опять такие удары вверх-вниз. С геймпадом мое любимое. Забеги к охотнику рядом, он прокомментирует твой журнал. Потом сбегаем. Эх. Эх. Вот иногда получается, иногда не очень. Так, что это было? Вот опять. А, и все. Тю. Тю. Мне кажется, я просто перекачан уже. И мы к этому боссу еще должны были прийти, когда впервые эту локацию смотрели. Всем привет. Привет, дев. Я не знаю, как это правильно выговорить. Уточни как, а то обижу еще случайно. Но привет тебе, привет. Ты тоже новенький, насколько я помню. Насколько я помню, наоборот, точнее, насколько я не помню твой ник в чате, значит, ты у нас впервые. Но переочарование не обязательно. И игра в такой механике даже не говорит. Не заставляет ее использовать. Не знаю, как он душным может быть. Ну, не душным, а просто на тот момент, когда мне его посоветовали, он мне был вообще не нужен. И я даже не знал, как его потом снять, как его активировать, пока мне не посоветовали. Но на тот момент он мне был вообще не кстати.
И вот просто из-за него как раз я в тот момент получал больше урона, и из-за этого я потерял 800 душ своих первых, Гео. Если бы я не получал этот двойной урон, я бы, может, их не потерял. Вот в этом был момент душнины на том стриме. Не сам факт вот этой механики, а факт вот этого вот совокупности этих происшествий меня тогда поддушнил. А то я не мог выбраться из одного места. Постоянно мобы меня не пропускали и убивали. Слишком больно. Вон оно что. Вон оно что, Михалыч, вон оно что. Почему второстепенные боссы в Силксонге сложнее, чем боссы по сюжету? Мне кажется, в любых Dark Souls'ах тоже похожие есть. Только там даже мобы. Не только второстепенные боссы, а даже мобы иногда могут быть сложнее и душнее, чем боссы сюжетные. Помнишь, Эмикс? Те стримы по Elden Ring, где я это говорил. Там даже шортс вроде я делал по этой теме. Когда мобы, блин, были капец какие жесткие, а боссы с первой попытки проходились. Вначале потерял не 800 душ, а 800 гео. Это одно и то же, просто разная формулировка. Не душните, Скрич, не душни. Стрим сегодня называется совсем не душный стрим, поэтому чат не должен меня сегодня душить, иначе я кого-то буду банить. Я сегодня буду злой. Все понятно? Бугага. А не хочешь, чтобы так с боссом DLC было? Нет. Тогда не игнорируй его только из-за этого до конца. Это ты про кого? Дев или Дев Magician? Как хотите. Окей, Дев. Добро пожаловать к нам. Это не души, валюта Гео. Гринч, успокойтесь. У тебя есть магия вниз? Есть. Так, там вы между собой еще говорите. Хотел подушить про лор, но перехотел. Правильно. Спойлеры всякие, там подсказки настырные и прочая душнина сегодня запрещена. А то на вчерашнем стриме я опять под конец там немножко задушился из-за чата. И не хотелось бы сегодня опять выслушивать всякие подобности. Я про Грязнополь. Грязнополь. Теперь я его так называю иногда. Он же Грязьмут. Тебя ничего не заспойлерили серьезного? Нет, вроде. Но если что, вдруг, вот эти вот моменты, когда... Вот сейчас будет босс, вот левее будет босс, это тоже считается спойлером, если что, вдруг. Ни на что не намекаю, но намекаю. Таких спойлеров тоже не хотелось бы. А то пропадает момент неожиданности. Все дела.
Сходи потом посмотри, что там. Так игнорировал, словно там другая игра. Кого я игнорировал? Грязнут я твой игнорировал? Кто там? В смысле игнорировал? Я исследую локации новые. Ничего я не игнорирую. Ты забыл, что ли? Ну, напомни, может, забыл. Там 2 шатра левее всех магазинов. Я помню, что там DLC. Я же говорил на прошлом стриме, когда я решу пойти в DLC, то мы пойдем в эти шатры. Ты ушел из-за того, что это DLC. Ну так это и задумано так было. Это ты забыл, что ли, что я говорил это? То я специально туда не пошел. И это не игнорирование, это специально отложено чуть-чуть на потом. Потому что у нас сейчас другие локации есть, которые я хочу глянуть. Так, это между собой вы опять? Окей. Так, это опять удары вниз сейчас надо. Или можно вот так. Слышу гусеницу. Деньги, 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 деньги. К тому моменту, как ты все глянешь, уже перекач будет. К тому же там не сразу босс. Игорь, можно тебе две просьбы тебя попросить две просьбы? Звучит как тавтология, извините, но все равно. Во-первых, вот ты на прошлом стриме со своими воспоминаниями мне 100 тысяч раз напоминал всех смотреть. Я когда не забуду, когда будет момент, и опять-таки, если я не забуду, то я буду это делать. Не обязательно мне 100 тысяч раз напоминать. Активировать у каждого это воспоминание. Это первое. Второе. С этим твоим перекачем. Не факт, что если ты говоришь, что я буду перекачан, не факт, что я реально этого босса с первой попытки пройду. Вот того же босса, который рожает жуков, которого я так и не помню, как он называется. Я его вообще нифига не прошел, потому что он для меня какой-то неудобный вообще. А многие говорят, что он самый легкий босс в игре. Для тебя вот ты можешь считать, что это перекачанный я. Но я все равно могу на этом боссе каком-то несколько попыток проводить. Так что если я пойду там чуть позже к нему, это не факт, что там я вообще к ним буду 2 секунды биться и все. Так что куда идется, туда пока давай идется. У меня есть свои некоторые маленькие планы, хотелки, куда сходить, куда что посмотреть. А я знаю, что у тебя есть свой план, как будто вот сначала пойти туда, чтобы не быть перекачанным для этого босса, потом пойти сюда, чтобы не быть перекачанным для этого босса. И то есть получается, что я постоянно иду по твоему плану вот туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. В этом у меня тоже есть небольшое поддушнивание, я бы его назвал. Не совсем душнина, но немножко поддушнивание. Поэтому вот у тебе вот эти две маленькие просьбы. У него есть дабл джамп? Нет, нету.
Я уже не говорю про то. В Hollow Knight сложно перекачаться, все сбалансировано. Я, конечно, понимаю, когда неинтересно, что вот ты, допустим, много урона уже боссу наносишь, и ты там с первой попытки его проходишь, и даже весь его скиллсет толком можешь не посмотреть, то он как-то скучно, и хочется, чтобы игрок ощутил полностью этого босса, и все его там механики, всю его крутость. Я понимаю, что неинтересно, когда перекачиваешь. Но не факт же, что я к нему приду, и я действительно его там с первой попытки пройду. Может, у него будет какая-то там боевка, не боевка, механики его каких-то ударов там или уклонений будут для меня вообще неудобными, и я его буду 100 тысяч попыток проходить. И пофиг, какой я там перекачанный, не перекачанный. Я вижу, как ты играешь, я знал, что ты Тремоматку не убьешь из-за недокача. А, то есть теперь я там уже недокачан был. Мне говорили, что это самый легкий босс, или это был рофл, я таки не помню. А то там рофл один, другой, третий был. Какой-то босс самый сложный, какой-то самый легкий. И теперь я уже не докачан. А Горба тебе сказали тяжелым. Я сказал, он легкий, убил с одной попытки. Пока ты шел, куда я говорил, ни одной фактической проблемы не было. Но была другая проблема. Было отсутствие моего собственного какого-то желания куда-то сходить. Я, конечно, там сам спрашивал некоторые моменты. Так, чат, решаем, куда идти? Туда, сюда или вот сюда? Это одно дело. А когда вот ты, например, ты говоришь, так, теперь сходи вот сюда. Теперь пойди поговори с вот этим. Теперь давай идем вот сюда. Теперь вот туда. Теперь вот туда. Ну, это как бы тоже такое себе ощущение от игры идет, когда ты как слушаешься постоянно. Да, слушаюсь, сэр, да, сэр, есть, сэр. Теперь идем сюда, теперь сюда, да, сэр, есть, сэр. Ты его, вероятно, просто закликаешь потом, а ведь его один из лучших боссов. Это один из лучших боссов. А чем закликивание отличается от простого боя с боссом? Там же в любом случае нужно уклоняться, чтобы тебя не убили. И убить его, это же и есть закликивание. Он же не будет просто лежать, не двигаться, и я буду его просто долбить. Тремоматка реально изи, но если не докач, будет сложно. Я вот несколько раз к ней ходил, это пока для меня самый сложный босс был. Не знаю, это из-за недокача или из-за чего. Ладненько, пойду спать. Хорошего стрима, и да пребудет с тобой печеньки. Спокойной ночи, Оливка. Благодарю за печеньки, благодарю, что побыла с нами. Часик стрима. Спокойной ночи еще раз. Если бы мы не сказали, что это DLC, он бы уже посмотрел, что это. А тебе что, не терпится, чтобы я его посмотрел как можно скорее или что? Он же никуда не пропадет там. Представь, что ты его с первой попытки прошел и ничего не понял. Ни разу у нас еще тут такого не было. Ни с одним боссом, чтобы я его прям
мега быстро прошел и вообще ничего не понял. Даже если я проходил кого-то там с первой, со второй попытки, я весь скиллсет, мувсет босса посмотрел и ощущения от босса все, собственно, ощутил. Не было прям такого, что вот я за 2 секунды его убил, и я вообще его даже толком не увидел, что он делает. А в DLC, мне кажется, тем более, там босс будет совсем не таким легким и тонким, что я его за 2 секунды убью и вообще ничего не пойму. Здесь даже самой мощной прокачкой нельзя босса за 2 удара убить. Вот и я о том же. Закликать можно зато. Меня гробаная повариха убила больше раз, чем главный босс второго акта. Но опять-таки, в Dark Souls, я говорю, мобы некоторые жестче, чем боссы. Это к теме того, что главные сюжетные боссы, которые такие важные для сюжета и, по идее, должны очень сложные быть, иногда с первой попытки проходятся или просто довольно-таки легкие. А какие-нибудь мелочи там, или мобы, или какие-то проходные боссы, с ума с них сойти можно. О! О! Возобновилась, аллилуйя. Прием. Мы живы. Половина народу со стрима, естественно, отвалилась. Просто замечательно. От всех этих разговоров у меня аж ОБС с битрейтом отвалились. Как я говорю, будет просто лучше для геймплея. Игорь, ну это же получается, ты просто навязываешь свое видение, как по-твоему лучше для геймплея. Все же игроки проходят по-разному, каждый идет туда, куда хочет. Не каждый же играет там с гайдами или на стримах, с чатом. Многие просто играют сами по себе, и они вот идут, куда идется там. Каким-то боссам не слишком рано пришли, например, и они для них слишком жесткие, и они 100 раз пытаются с ними драться. Кому-то слишком поздно, и они у них из-за перекача того же в скобочках ваншотаются. Мне кажется, тут нет такого, что прям правильное прохождение. Правильный геймплей. Вот сначала туда, потом туда, потом туда. У каждого, мне кажется, свое правильное. И вот я хочу какое-то свое тоже сделать, вот своим мнением пойти вот туда, потом я хочу сюда пойти, а не идти по чему-то плану, почему-то чужому плану, в определенные места, как по бумажке какой-то. Я думал, это у меня проблемы с интернетом. Нет, у меня битрейт в 0. Упал на несколько секунд. Не знаю чего. Слава богу, вернулся. Как лучше, субъективно, с первой попытки или с 7? Ну, у меня пока все боссы с 1-3 попытки проходились. Это что, значит, что я с самого начала игры был перекачан? Это еще добавляет то, как игрок там, каждый определенный игрок справляется там с конкретными боссами, с управлением там, у кого геймпад, у кого клавиатура, у кого какие умения, у кого какой опыт, и много совокупностей.
Для кого-то самые первые боссы будут капец душные. В самом начале, где никакой не перекачивания, не докачивания даже в помине не будет. И будет долго проходить. И на этом забросит игру, потому что сложные боссы. Для кого-то слишком легкие будут, вся игра будет слишком легкой. И боссы каждый на раз-два. В игре нет правильного прохождения, правда, все играют как хотят. Но это же так задумано игрой было. Правильно ведь? Когда игра вышла, не было же сразу никаких гайдов, там правильно прохождение. Все игроки проходили как у кого получится, но это же логично. Это потом уже всякие появились гайды, там разборы, какие-то мнения, где вот лучше так, сюда, туда. Просто мне вот не нравится вот это небольшое навязывание. Куда ходить, куда лучше, куда не лучше. Так, что-то мы тут задержались, капец. Я уже сколько, полчаса тут сижу на одном месте и с вами говорю, обсуждая всю эту тему. Надо бы двигаться, а то кто-то там, может, смотрит на фоне и уже негодует, что мы тут столько времени стоим на месте. Сверху вижу шорткат. Ты просто играешь хорошо. Ну, допустим, возможно. И это же... как бы сказать... Вот, если, допустим, вот хорошо играешь, то все равно можешь твоего босса сделать с первой попытки пройти. Но это же даже без твоего этого перекача, допустим. Просто вот какие-то игроки хорошо играют и сразу с первых попыток проходят. Даже если ты не перекачан. И все равно получается, что ты всего босса не видел. Ни одного человека такого не видел. Так, это я не все прочитал. А это только усиливает мои слова. Ни для кого первые боссы не сложные. Ни одного человека такого не видел. А я многих слышал, кто говорил, что Hollow Knight капец сложная игра, боссы сложные. И многие забрасывали почти на самом начале игры, потому что не могли пройти какие-то конкретные моменты там. Будь то босс или локация какая-то, но в основном из-за боссов. Просто у каждого свой конкретный, наверное. Неприятный. Тебе рыцарь и муха проблемы создали? Еще бы я помнил всех боссов. Не проблема, скорее случайность. Думаю, нужно играть самому, ибо опыт это интереснее и индивидуальней. Я все равно так и буду делать, просто вот хотел, чтобы Игорь понял мою мысль и дальше не настаивал на своих вот этих идеях, но он продолжает меня переубеждать, что вот он говорит правильно, и надо делать именно по его плану, потому что такой правильный геймплей. Ау. Так, а как мне туда дойти? Либо опять по этим прыгать. Либо двойной прыжок тут опять надо. Вот касательно подсказок, которые я прям приветствую, которые мне нужны, которые я хотел бы видеть и слышать. Это вот, например, вот те стены прозрачные, невидимые, которые я мог пропустить случайно. Вот пробежал, допустим, мимо них. Вот вы можете подсказать, что вот там, допустим, я пропустил ее. Или вот локация, например, любая. То вот если мне там... У меня там нету способности какой-то, которая еще не открылась мне, то мне туда еще можно пока не ходить.
Вот тут, допустим, двойной прыжок, если вдруг нужен, то я буду знать, что все. Тогда можно не ходить дальше и не пытаться тут миллион попыток как-то извернуться. А вот именно прям по плану какому-то ходить туда, потом сюда, потом туда, именно в конкретной локации. А не туда, куда хочется или туда, куда планировалось. Вот это уже другое дело. Ау. Так, тут я был. Тут тупик. Так, внизу показывает туманный каньон. И там этот самый показывает, как они. Грязящий. Надо будет сегодняшний стрим переименовать в скобочках «недушный». Дитя мое, ты все еще видишь? Прошу, не делай мне больно. Не могу спать, пока у тебя открыты глаза, маленький мой. Не могу грезить, пока ты все еще дышишь, маленький мой. Прелестные дети, вы бормочете такие ужасные вещи во сне. Царапаетесь и скребетесь когтями. Прелестные дети, к нам пришло чудовище во тьме. Споете ли вы для него? Принять вызов воина из грез? Принять.
красиво поет. Ну, класс. Ну я же... Эх. Молодец. Он карту обновил. Здорово, Потата. Я спать пойду. Спокойной ночи, форум. Просто зайди, посмотри, что там. Дело 2 минут. Спокойной ночи, Игорь. Спасибо, что был с нами. Стрим когда начался? 1,5 часа назад почти. Мы 1,5 часа ничего не делали, грубо говоря. Так, я не туда еще и пошел. Господи. Туда-сюда, туда-сюда. Просто нет слов. Сюда лети, зараза. 2 хпшки никуда. О, 1 место у меня. В смысле, 1 место? На ютубе? Поздравляю, наверное. О, господи. На ровном месте. Ты больше об шипы погибаешь. Да, я сам себя убиваю, получается, чем босс меня. Тут в целом для меня игра моментами сложнее в плане
локаций и неприятных всяких ловушек, чем боссы. Пока я больше в игре душнился всякими неприятными моментами подобными, чем от боссов. И странно, так как я не так много сообщений тут писал, я не знаю, как эта фигня работает. Это не первый раз, когда уже на стримах бывают люди, которые намного больше пишут, но при этом их либо в топе вообще нет, либо ниже не топом, поэтому я без понятия, как это работает. Отличное начало. Короче, заново. Заново. То же самое, что бей своих, чтобы чужие боялись. Ага. Так, надо сосредоточиться. Угу. Хорош бегать. I no. А, это я зря. Аккуратно. Не успел. Ай-яй-яй. Ах. Надо не забывать про магию, точно. Но только не так.
А, нормально. Блин. Так хорошо шли же. Мне кажется, или их стало намного больше, этих штук. Ты можешь ниже спуститься, а не там на самых верхах быть постоянно. Она специально так. А теперь она внизу. Тварь. Нормально, нормально. Один из моих нелюбимых боссов. Кое-где он проблему меня таки вызвал. Чем меньше здоровья, тем больше духов. Ага. От этого зависит, значит, да? Ладно. Ты серьезно? Блин. Отлично начали. О, господи. Угу. Была такая хорошая попытка в прошлый раз. Я был тогда действительно очень аккуратным. Тут надо еще раз так же быть и не спешить. Ай. Не достал. Не достал. Спешка — это плохо, а в подобных играх капец как плохо. Игра в принципе не торопит никуда. Но это уже мои привычки, мои нервы. Ай. Вот это зря. Вот когда она снизу, мне попроще. Когда она сейчас опять наверх забралась, это проблема.
No, 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 no. Опять он вверх ударил, когда надо в бок. Блин, вот опять их целая орава. И они быстрее стали. Вот это уже проблема. Ух. Аккуратно. Очень аккуратно. Ну, очень аккуратно. Спустись вниз, пожалуйста. Мне кажется, и там 1-2 удара останется. Спустись вниз, зараза. Спасибо. Еще раз вниз. Вниз, 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 вниз. Буду очень тебе признателен. Ну блин. Не знаю, это я, наверное, читерю, если это можно так назвать. Хотя вряд ли. Отлично. Один за одним они наконец закрыли глаза. Я чувствую, как на нас находит теплое безмолвие. Извини, что испугалась тебя. Мы всегда были под твоей защитой, даже когда не видели тебя. Пожалуйста, забери нас туда, где свет не будет мучить нас. Место без грез, прошу. «500 грез. То есть сущность. И нам опять надо к той бабке. Лицо вырезано из камня. И все тут. Или не все. Ага. Нет, тут я не допрыгну. Или это... Надо как раз сверху сюда падать. Сейчас еще помереть. Самое то. Но осторожность скорее. Скорее, да. О! Супер. Надеюсь, ничего не пропустил. Сейчас еще налево глянем. И на самый верх. Там ничего. А тут просто шорткат. А, это не шорткат, я же отсюда и пришел. Все тогда. Тогда уходим. Так, слева мы были, там надо двойной прыжок, насколько я понимаю. Слева чуть выше там аналогично. Тогда с зеленой тропой у нас все. Можем отсюда уходить.
Так, там еще Игорь говорил к охотнику. К охотнику зачем-то зайти. Что-то он там сказать должен или что? Я знал, что не прогадал. Охотничья масть. Всякая тварь Элунеста гибнет на твоем пути. Не останавливайся на достигнутом, малек. Сколько всего еще нужно тебе найти, выследить и убить? Все? Серьезно, и ради этого я сюда пришел? Идем в метро, короче. Там не знаю, зачем к охотнику, ну или не помню. Но он нам дал только тот дневник, базу данных местную. И все. Зачем мне Игорь говорил к нему зайти еще раз? Он вообще ничего не сказал нормального. Толкового. Просто пожелал удачи, как будто бы. И сущностей с него никаких там не было, воспоминаний. Не знаю, может я что-то не так сделал, и у него диалога какого-то не появилось, возможно. За боссов грез обычно от 100 грез сыпят. Главное не забыть еще опять к той бабке сходить. Отдать ей эти сущности. К охотнику надо подойти после полного заполнения журнала. Так у меня еще далеко не полный. Зачем тогда Игорь говорил к нему идти? Или я что-то не так понял, может. Неважно, короче, уже. Мы уходим из этой локации наконец-то. Мы тут все посмотрели, что доступно было. По крайней мере, все, что я помнил. А, нет, я вижу еще гусеничку внезапно, которую я пропустил каким-то чудом. Как я ее пропустил? Очень странно. Да, но сейчас смысла не было явно. Угу. Так, мы сегодня уже 2 гусенички нашли, да? Вроде. Или это первая? Можно, наверное, опять за наградой зайти. Попозже. Для гвоздя нам нужна еще одна руда. Их там 2 уже нужны было. У нас одна есть. Так, не сюда мне. Вниз наоборот.
пробовал амулет Лавкач? Как по мне, он приятный амулет. Я ему нашел, но еще нет, не пробовал. Там целая куча амулетов уже, которые мы нашли, я хотел бы попробовать, но места вообще нет. А это либо постоянно мне менять их и тестировать, один, другой, третий. И мне кажется, я опять не в ту сторону пошел, надо было там с другой стороны обойти. Зараза. Да, вот же знак. Мой спаситель так близко. Ничего нового. Акала, Эмтоно. Тоже ничего нового. Папа надо. Аналогично. Аналогично. Тут игрушек только разве что побольше, возможно, стало. Может быть. Блин, не хватает. Ну и ладно. Ой. Святая. Нас звали? Нас звали, и мы пришли, мы пришли. Ты, кажется, не боишься. Зачем позвали нас сюда? А, все равно, можешь не говорить. Мы пришли, и я чую запах. Оно очень глубоко под нами. Я хочу его найти, хочу. У тебя с собой так много запахов, а своего-то и нет. Забавная кроха. Игрушек видела главного героя. Да-да, я заметил. Явно фанатеет от нас кто-то. Бабала, Гено. Бабала. Из-за тебя мы прибыли сюда. Поговори с маэстро. Сего, Нала. Поговори с маэстро. Кто есть маэстро? Барабанная дробь? Решил таки зайти, но иначе мне потом, наверное, покоя не дадут. Так значит, вот кто нас призвал. Маэстро группы Грим. Рад встрече, друг мой, рад встрече. Я Грим, маэстро этой труппы. Фонарь зажжен, и мы на зов явились. Благостная сцена выбрана тобой, распаханная червом и корнем королевства. То почва аккурат для нашего ритуала. Что до тебя, друг мой, ты ведь едва взобрался на подмостки. Фонарь назначил тебе роль, и алым пламенем контракт подписан. Желаем видеть мы тебя на сцене, но нужно больше света нам. Мрачное дитя. Моя родня разбрелась по округе, собирая сущность, нужную моему роду. Племя грез, вот что. Найди свою родню, забери их пламя и верни его мне. Вместе мы будем творить чудеса. Но не переживай, кроха. Ты не будешь один в своих странствиях. Мое дитя сопроводит тебя и будет собирать в себя ту пламенную сущность. И тут тоже сущность. Дитя мое, как и ты, играет в этом представлении главную роль.
Только с ним ты сможешь увидеть мою родню и собрать их пламя. Всё? Но если что, я этого босса видел еще до того, как начал игру, на всяких скриншотах и мельком на некоторых видео. В плане не сам бой с боссом, а как он выглядит. Так, дальше я хотел опять к той старухе съездить. Отдать сущности. Которых у нас уже 500 как раз. Как знаешь. Само собой, но надеюсь, что это слово, чтобы отстали, не родит предвзятое отношение к боссу или сегменту. Да вряд ли. Кстати, что он нам там дал? Мрачное дитя. Стоимость 2. Амулет для желающих пройти ритуал мрачной труппы. Носитель должен найти членов труппы и собрать их пламя. Несобранное пламя будет отмеченное на карте носителя. Несобранное пламя. Что-то я не вижу. Или грязящие это и есть они. Или там надо еще какую-то булавку покупать, чтобы они отметились на карте. Но я не вижу ничего нового на карте. Ты вернулся, дай взглянуть на твой гость грез. 500 сущностей. Так ты скоро станешь мастером. Отлично сработано. У меня для тебя есть наградка. Этот амулет я вырвала из своих самых дорогих воспоминаний. Он еще больше породнит тебя с гвоздем грез. Тайнам этого королевства теперь не скрыться от вас двоих. Возьми его и возвращайся, когда соберешь 700 сущностей. Тебя ждут новые дары. Повелитель грез. Еще один амулет. Стоимость 1. Неосязаемый амулет, созданный для тех, кто владеет гвоздем грез и ищет сущность. Позволяет носителю быстрее заряжать гвоздь грез и высекать им из игроков больше души. Надень амулет, чтобы увидеть пламя. О, летает рядом с нами. Ага, вижу. Это мини-боссы какие-то или нет? Или просто какие-то мобки, или что-то такое, просто что собрать быстро. И потом этот босс станет доступен. Враги, не могу назвать их боссами. Угу. Ладненько. Так, который я хотел там еще протестировать. Когда вы получаете урон. Лавкач, кстати, его еще хотел глянуть. Теперь мы быстрее бегаем или что? Трюкач, то есть. Да не ловкач ведь.
Или еще есть еще трюкач, еще один амулет. А ловкач это отдельный. Трюкачом дэшев можно больше делать. А, ты вот о чем. Ой, не сюда я приехал. У-у-у. Ой. Ага. Ой, как смешно. Вот это зря было. Ай. Да я еще не привыкаю к его этим отображениям ударов. Ай. Ты, конечно. Ну, такие какие-то мини-боссики. Пламя поглощено. Это что-то меняется? Нет, просто одно собрано. Ладно. А ловкач скорость больше делает. Тоже неплохо. Ну да, но по сравнению с трюкачом такой себе. А я вернулся, сознавайся, скучал по мне? Конечно. Не сомневайся даже. Ну да, ближе к мини-боссам. Ну, не моб обычный, но и не босс прям. Какой-то большой и сложный. Такой мини-боссик. Таких тут много. Так, и мы тут рядом. Давайте активируем это деревце. Пока все по пути. Ниже. Ладно, пойду я спать. Удачного стрима. Спокойной ночи, Азель. Спасибо, что был с нами.
Там что-то мяукает, пока летает за нами. Так, тут внизу больше нет. Ничего страшного. Все, собрали все. Сколько? 558. Ай. Вернись. Так, второй там в Кристальном пике, а третий опять там, в Зеленых тропах. Не, тогда я оставлю их на потом. Не прям на очень сильно потом, но когда будет что-то мне там по пути, то я вернусь к ним. Это не значит, что я вот в конце игры буду к ним возвращаться, но я запомнил хотя бы их. Одного как минимум уже собрал. Так, теперь. Есть еще деревце возле котлована, но туда капец как неудобно и долго добираться. Еще я помню, этот спуск очень неприятный. Это мы сделаем, наверное, когда уже прям полноценно будем котлован смотреть. Или стоки. Дальше тут нигде ничего. Тут ничего. Есть какая-то могила воина. Что это за могила воина? Я не помню, если честно. И был ли я там вообще. Есть еще одно дерево на деревне богомолов. Там глубинное гнездо прям рядышком. Может, как раз туда сейчас и пойдем. Тропе зеленый ничего, там ничего, тут нигде ничего. Да. Тогда я сейчас телепортируюсь в вокзал королевы. Гляну, что это за могила воина, а потом к деревцу и пойдем в глубинное гнездо. Наконец-то. Или в локацию с медузами. Не, в глубинное гнездо. Я в это глубинное гнездо уже собирался идти 100 лет назад. Так. Так и вот так. Эх, опять грибная локация моя любимейшая прям. Сколько лет, сколько здесь. Ай.
стоп, 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 стоп. Не сюда. Ага, да. Или нет? И да или нет? Нет, 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 нет. Это я... Это я слишком низко сделал. По идее, должно получиться. О. Вот тут я не был. Дневник странника. Я думал, что-то крутее тут. Что-то и чат стал резко очень тихим. Упс. У нас была такая активность, только диалогов было, и вдруг такая тишина гробовая стала. Мяу, мяу. Ага, это еще один босс сейчас будет. А лавочка капец как далеко была. Надеяться, что я с первого раза его пройду, такой себе. Я пойду к лавочке, ну его в баню. Я себя знаю, сейчас опять по этой грибной локации буду блуждать 100 тысяч лет. Поэтому перестрахуемся и лишний раз сходим быстренько к лавочке. Ничего от этого страшного не будет. Надо было заранее туда подойти, конечно. Ибо я знал, что там босс. Так, этот товарищ продает всякую непонятную штуку. Я коплю там на осколки. Как они называются? На осколки маски и сосуда. Все, сохранились. Идем бить босса. Ну, мини-босса, наверное, а не босса прям полноценного. Постой, дитя, зачем явилась ты сюда? Желаешь обуздать эти дикие разрушенные земли? Многие хотели очистить это место от скверны, но всех, кто приходил, оно в конце концов поглотило. Да, все те дикие жуки, что носятся под нами, они были горды, подобно тебе, но теперь же стали чудовищами. Бойся грезить о славе, дитя, уходи и не возвращайся сюда. Ну, сейчас, конечно. Омма. Омма.
Аменом. М. Упс. Тайминги. Почти. Пять. Иногда получается, иногда нет. О, мам. Мой разум, теперь все ясно. Мы что, спали, дитя? Я помню, те гордые лорды. Были ли они и вправду чудовищами? Сейчас я помню их глаза, ясные и чистые. Но почему тогда я так их боялся? Если в деревне и пришло безумие, то это я его и принес. Они правильно сделали, что изгнали меня. Когда я напал, у них было полное право. У них было полное право убить. Убить меня? 658 сущности. Она вроде говорила 800. Или 700. Но мне в любом случае не хватает. О нет, флешбэкс. Адвин. Undying. Undertale. Не знаю такого. Мы помним старейшину. Все, босс пройден. Спускаемся вниз. Прекрасно. Опять эти грибы. Играешь в Undertale? Игрушка приятная, как Hollow Knight, но поверь, управление там нормально. Да и сюжет несложный. Только по заказу. У меня своих игр выше крыши. На год вперед, как минимум. Сколько стоит заказ? И будешь ли ты играть полностью? Нет, не полностью, а один стрим. Но в зависимости, как там дальше пойдут дела. Все в описании написано. Если ты серьезно вдруг заинтересовался. Так, опять собираем эти штуки.
плане игру пройти. Ну, я не буду сразу рассчитывать на всю игру. Сначала начинаем с одного стрима, а там посмотрим, как пойдет. В идеале, если понравится, то за каждый стрим отдельно, а не за всю игру. За всю игру это, конечно, зависит от игр, потому что игры же есть разные. Есть маленькие, которые за пару часов проходятся, а есть здоровенные open-world, которые десятки, сотни тысяч, десятки и сотни часов уходят на них. Все собрали. Дальше хочу слева глянуть, не открылось ли там это самое. По-моему, там кислота мне мешала. А, нет, тут не кислота, тут двойной прыжок надо. Значит, ждем все еще. Тогда вниз, это опять деревня Богомолов. И оттуда в глубинное гнездо. Да. Там лавочка еще рядом. Тогда спускаемся. Приятно, что богомолы меня уже не трогают. Куда меньше напряга. Эй. Угу. Сейчас еще до лавочки бы добраться. Не сдохнуть по пути. Так, отдохнули и отправляемся в новые земли. Тупики везде. Снова здрасте. Босс красивый, прикольный. Во, глубинный пустошь. Глубинное гнездо, то есть. А это грибные пустоши были. Так, наконец-то. 100 лет мы сюда добирались. 100 лет мы эту локацию не можем нормально исследовать. И вот я наконец-то здесь. Здесь капец темно, мрачно. Наверное, куча скрытых стен. О, тут, чувствую, будет веселуха. Так, давайте я пока открою карту и сейчас на 2 минутки отойду. Правда, слушать вот эти вот мерзкие звуки этих мобов вам, наверное, не очень захочется. Давайте я спущусь вот сюда. Тут не так громко, хотя там все равно мерзкие звуки есть на фоне. Но не такие громкие. Все, сейчас вернусь.
Все, я снова тут. Взял печенюх себе. Своих любимых. Те, которые Оливка мне прислала. Смайликами. Один в один прям. Так, продолжаем. А нас покормить? Ну, я могу только сделать так же, как Оливка делала в чате. Прислать вам смайликов таких же, как у меня печеньки. Так, как они тут? Кукисы. Кукис. Вот вам кукисы. Кушайте на здоровье. Так, погнали. Не, давайте сначала направо, потому что налево нам туда и надо к боссу. А направо там какой-то секретик, наверное. Деньги, 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 деньги. А в самом низу там ничего нет? Нет, ничего тут нет. Все, ладно. А интересно, как вот туда на правый проход попадать тогда? Вот там вверх что-то показывается на карте, и там я видел осколок маски был. Я думаю, отсюда как-то попасть, но не вижу тут ничего, нет. Проходов никаких. Может там какая-то скрытая стена была или что? Или тут скрытая стена. Не успел. Тут ничего и нет, кроме этого камушка с монеткой. Это ты, зараза.
Погодите, там и вниз, и налево, и наверх можно. О, все посмотреть. Какое-то странное пустое место, тут ничего даже нет. Ага. Конечно, конечно. Не понял. Это что там, брат-близнец? Он же тут был. Интересно. Погодите-ка. Ну, тут очередной тупик, ясно. Лавочка. Это очень кстати. Карту обновили. Мгм. Там еще одна была лавочка. Нет. Ой-ой-ой, это еще налево вот столько надо идти. Там еще карты будет куча. Какая же тут карта громадная просто в игре. Там еще налево куча, еще тут в центре что-то, еще тут в центре что-то, еще там направо, наверное, что-то и вниз. Капец, это мы еще далеко, наверное, до финала. Можно даже не надеяться. Давайте направо. Так. Труп Гарпиды. И все, просто труп Гарпиды.
Ой-ой-ой. Что-то страшное. А, не пройти. Все, понял, принял. Больше тут ничего. А, не в ту сторону. Там слева тоже ничего нет. Можно туда не идти даже. Да я же нажал. Еще и 1000 гео. Обидно потерять. Нет, 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 нет. Серьезно. Так. Еще один фуникулер. Которому нам чего-то не хватает все. 999, кстати, красиво. Ага. Кажется, я понял. Ну, сейчас здесь помирать вообще обидно будет. Хотя лавочка недалеко. Или не так здесь должно быть. Важно. Нет, походу не так должно быть, как я себе подумал. Возможно, там опять ничего-то не хватает. Какого-нибудь двойного прыжка. И нужно прыгать опять и бить вниз этой гусеницы. Скорее всего, как и в той другой локации, там похожее место было. Надо отпрыгивать от скалопендры ударом гвоздя. Ну, я таки подумал. Так же, как было в этой.
В зеленой тропе. Там тоже место было, где надо по жучкам отпрыгивать. Но без двойного прыжка мне это вообще неудобно, походу, делать. Или страдать двойным прыжком. Страдать. Мне кажется, с двойным, наоборот, попроще было бы, чем отскоками этими. По крайней мере, мне один по один. Ой, ты серьезно? Эта фигня аж там где-то осталась. Игра, ты издеваешься? Ух, надо же, получилось. Это я сам от себя не ожидал. Да, конечно. Это я прям удивился сейчас. Ну, блин. Ух. Чудо чудесное какое-то прям произошло. Кому как, я проходил двойным прыжком и трюкачом, но к концу все равно придется прыгать на скалопендры. Ну, прям, я не ожидал, что у меня получится. Может тут как-то, не знаю, по-другому что ли оно прыгается, чем на тех жуках, в той зеленой тропе. Но там прям вообще у меня не получалось никак. А тут прям чудеса какие-то. Серьезно, опять все заново? Игра, ты издеваешься? Ну почему все заново? Блин. Почему нет какой-то контрольной точки, более-менее хотя бы? Да как... Ой, Сейчас будем заново, я понял. Вот иногда получается, иногда нет. До этого, видать, везло просто. Ведь просто повезло и все. А те все другие моменты нифига не везло. В том числе и той тропе. О, ну хотя бы дух в этот раз поближе. Не рисковать еще. Еще один разок. Один разок, я сказал. Так, спасибо за этого жучка. Хотя мне все равно это хпшки не добавил. Вот это добавит, да. Боже, я не могу. Это вот что все заново. Так, секундочку. Так, продолжаем пытаться
Последний разок. Или не пытаться больше, но его в баню. Нет, я хочу. Я хочу и не могу ничего с собой поделать. Интересно, насколько это мне затянется. Если я потеряю эту 1000 гео, я себя не прощу. Но это только я буду сам виноват. Скорее всего, там, как обычно, ничего особо такого полезного не будет. Возможно. Может, там какая-то имба? Прям по экрану проползла какая-то живность. Мерзость. Вот иногда получается, иногда вот жесть какая-то происходит на геймпаде. Вот. Везет, не повезет, везет, не повезет. Может, там вообще аниме тянут? Сомнительно. Это действительно так. Очень сомнительно. No. А иди ты в баню, короче, блин. Вот это реально там миллион мест, где можно ошибиться, и из-за одной ошибки все заново. Вообще никакой контрольной точки. Еще когда у меня 1000 гео, ладно, если бы еще у меня вообще был бы 0, я бы, может, еще пытался бесконечное количество раз. А так, меня жаба задушит, если я их потеряю. Смотрим дальше. Мы и так там мало времени потратили. Меч грез есть? Гвоздь грез есть. Ты в курсе, что горячие источники восстанавливают душу? Да. Они даже на карте у меня отображаются как интересное место. Так, туда я доберусь? Нет, походу. Не. Разве что сверху как-то спрыгнуть. Какие тут мерзкие мобы. Но в канализации там еще более мерзкие. Можно мечом грез их ударить и получить много маны. Ею захилиться. О, блин, по экрану ползают всякая ересь. Бррр. Ненавижу. Бррр. Пауки. Ненавижу эту локацию. Будем считать тупик. Сейчас тоже подымется. Угу.
Куда? Не надо мне в самый низ. Так, тут еще налево, если что, будем иметь в виду. Проход. Мелочь пузатая. Гусеничку слышу. И что, не попал? Что? Ага, опять этот герой. Не встанешь? Я тебе не верю, что ты не встанешь. Не? Он же бьется, как будто невидимая стена. Рано. Может, там сверху. Так, ты еще долго там будешь ныкать? Как к нему попасть? Где-то стена по-любому какая-то. О, нет? Нет. Не вижу, как туда попасть. Так, выше лавочка. Это мы видим, да. Давайте к ней пройдем тогда. Привет всем. Привет, Росомаха. Добро пожаловать к нам. Кстати, мы уже почти 3 часа сидим. Не сюда. Так, это потом. За проводным идешь? Нет, просто новую локацию исследую. Я, если что, впервые играю. И вот в процессе пока что осмотра ее.
слева проездной для трамвая. Так, я на всякий случай уточню, раз ты только зашел новенький, то у нас спойлеры и большинство подсказок нежелательны. Пока я не спрошу хотя бы. Так, что началось-то? Нормально же общались. Так-то лучше. Димонейдек, привет и тебе. Добрый вечер или доброй ночи. У нас вроде как одинаковое время, так что доброй ночи тогда. Закрыто. Открыто. Если что, бани за спойлеры. Не обманывай, никого мы еще не банили. Но нежелательно. Это шорткат. Именно так. Проездной. А вот и он. Наконец-то. Теперь мы можем ездить от глубинного гнезда до котлована. От земель упокоения в перепутье. Где-то еще вроде. Или все. Короче, наконец-то нашли. Я так подумал, пойду спать. Тогда пока. Привет и пока, как говорится, да. И сразу привет, и сразу же пока. Спокойной ночи. Можешь, пожалуйста, показать, какие амулеты уже собрал? Могу, но... это не значит, что я сейчас буду спрашивать, куда мне идти и какие амулеты где найти. Но покажу, вот. Можно, а зачем? Просто интересно. Это мы одобряем. Если просто интересно. Тут уже никак не выбраться, тогда только через верх. Вдруг ты какую-нибудь имбу уже нашел. Ну, еще бы я знал, что из этого имба, а что нет. Так, тут вроде все. Вроде.
Насчет подсказок, вот, которые приветствуются, это, например, скрытые стены, которые я где-то пробежал мимо. Или еще какое-то местечко, которое вот я только что был, слева там. Вроде все посмотрел, но я мог все равно что-то где-то там упустить. Вот такие подсказки приветствуются. А, например, настырные подсказки, куда идти, что делать и что не делать, вот такое я не желаю видеть. Ай. Станут? Нет? Ну-ну. Ну-ка, спустись. Ой-ой-ой, как тут неудобно. Так, не сюда. Блин, оно мне еще и толкает, когда я ударяю. Вот ведь зараза. Такая великолепная локация. Пауки ползают по экрану. Арахнофобы. Это про меня. Я сам себе соболезную. Здесь тут ничего нет. Ой, фу. Уже 1500 накопил. Вот это неплохо, неплохо. Капец какой. Фу. Я не могу просто с этой локации. Это еще хуже, чем канализация, ё-моё. Мерзость на мерзости просто. Ты кто? Ты враг. Стань! Дай пройти! Зажал! Скотина. Ты, кстати, пропустил секретку возле скамейки с горячим источником. А, но она уже далековато как-то. Откуда ты взялось? Миллиард развилок. Я уже кучу всего пропустил, скорее всего. Потому что, блин, найдешь одну развилку, а там еще 5 развилок. После этой будет.
опять эта хрень. Как с ней драться? В этих узких помещениях. Она еще и по 2 хпшки у меня снимает. Фига ты жесткий. Чё ты такой жесткий, а? Это слышится примерно так. Ты пропустил 3 танка, 1 дирижабль, вправо-влево, лево-право, лево-право, право-лево-лево. Разговор, прыжок, спать, не спать. Да. Конечно, именно так. Неисправный трамвай. Да ё-моё, я то слишком рано поворот сделал, это уже слишком поздно. Что тебе не нравится, я просто сказал, что он пропустил. А, это между собой. Ой. Ой-о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 й. Блин, а мне в любом случае надо его как-то обойти. Давай, 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 давай. Все, иди в баню. Ты капец какой жесткий. По 2 хпшки снимать это... Я еще к такому не готов, к таким обычным мобам. Это же не босс по-любому. Если пропустил, это его дело. Какая разница, пропустил, не пропустил? Но оно же все равно далеко уже позади меня. Я сейчас иду уже куда-то далеко вперед. Не знаю, там будет лавочка или нет, или... Блин, 1600. Обидно будет терять. Он сказал, что пропущенное можно писать. Да. Можно. Все не настолько прям очень сильно сурово. Я говорил, что нежелательно писать прям всякое, вот иди туда, сейчас иди сюда, а туда не иди, а вот это сделай, а вот это принеси, а вот это возьми. А то, что я где-то пропустил какой-то секретик, уточнить можно. Как стать у тебя модером? Никак. У меня еще не такой канал активный, чтобы быть модером. Бывает часто стримы, когда 1-2 зрителя. Это на Hollow Knight исключение такое, что больше актив, больше зрителей приходит, а в основном всегда от 0 до 3 зрителей максимум. Так что мне такие случаи модеры вообще бесполезны. Не преувеличивай, нормальный актив. А ты бывал на других стримах, кроме Hollow Knight? Посмотри записи, особенно более каких-то там старых стримов. За пару недель, месяцев до этого. И увидишь большую разницу.
где я совсем один сижу. Нафига мне модеры, когда я сижу один? Кого они будут модерировать? Учитывая, что теперь я у тебя есть. Ага, ага, ага. Что бы я без тебя делал? Мы же с тобой знакомы аж целых пару дней. Это когда было-то, а теперь ты популярен. Ну, 2 человека в данный момент, пишущих в чат, это точно не популярность. Вот-вот целых 4 дня, а другие картошки уже гниют за это время. Вот это ты сказал. Еще одну гусеничку слышу. Так, ну тут я никак не допрыгну до верха. Либо в обход, либо какая-то способность. Тихо, тихо, тихо. И опять эта дрянь. Да сколько же тут засад? Пройти не проехать. Ой, тут еще и это дерево. Не, дерево я оставлю на потом, когда я уже с локацией более-менее разберусь. А не сейчас еще я тут буду. Еще и на это отвлекаться. Это слишком много занятий на одно время. Что это там? Надеюсь, я не к боссу какому-то иду, а то Вин вовремя убрал руку от геймпада. А то если к боссу, то с 1700 гео такое себе идти к боссу. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу эту дрянь мелкую. Я тебе сейчас... Не знаю, что я с тобой сейчас сделаю. Сколько она у меня уже потратила хпшек? Штук 5, наверное. Малявка такая. А, серьезно? Еще бы я видел, что там внизу было. Гребаный жук. Опять полдня бежать. Собака. 1800, блин, гео.
Если что, гвоздем грез можно ману получать. Мне уже говорили. Не, ну его бань. Я прям вообще рисковать сейчас не хочу и не буду. Опять ты? Это опять какое-то другое место. Капец, тут развилок. Его можешь снизу обойти. Я тут стараюсь не заблудиться хотя бы. Пока миллион других развилок исследую. Вот опять это место проклятое. Ну хотя бы один всего лишь потратил. А не 5 или сколько в прошлый раз было. Ага. Ага. Почти. Шорткат, кажись. Угу, отлично. Отлично. Ну, конечно. Там слева босс. Ой, метро тут. Ой, это прям будет очень кстати, если тут сначала перед боссом будет метро. Так, вот я в этот момент у вас уточню. Тут лавочка и метро перед боссом, или вот если я дальше вот начну прыгать, то он сразу будет. Я с 1800 гео не хочу идти к боссу. Я знаю, что это символ рогача, но он там перед боссом или тут сразу сейчас будет босс, потому что вот прям слева от меня чуть-чуть и сразу босс. Перед? Окей, тогда. А то я боюсь, вот сейчас случайно начну сюда прыгать, а это арена с боссами. Я не дойду до рогача и сразу бой начнется. Ага, вот тут он, походу. А мне бы сначала сохраниться там. Метро, рогач, все дела. Да, нормально, прыгни. Эть. А тут еще лифт есть. Так. Эй, лавочку поломали, вандалы.
Палава. Что это у тебя за пропуск? Это же не для той ужасной машины трамвая. Надеюсь, ты не собираешься ездить на этой несуразной громадине. Подумать только, якобы какая там никчемная машина способна выполнять работу рогачей. Глупо. Очень глупо. Гору. Ох, Кроха, где же это мы? Я никогда на этом вокзале не был. Здесь, кажется, место опасное. Давай-ка поскорее увезу тебя отсюда. Где поспокойнее. Валава. Давай, я не против. Соду. Грязьмут. Так, раз. Блин, на второй не хватает сотку. А, я знаю. Сейчас с гусеницам сходим, и все хватит. Там даже куча лишнего будет. Гусенички! Ей! Ой! Все? Отлично. Еще 200 с лишним остается. Так, еще раз гляну, ничего нового не появилось. Тут по-прежнему. Папа гусеница — это чисто бабушки, когда им мошенники звонят. Что? Ой, же 1,5 стоит еще один осколок. А сколько нам не хватает? 1 или 2? 2. А, ну тогда ладно. Если бы 1, я бы еще, может, поднакопил. Ну и тогда это. И вот теперь я могу спокойно идти к боссам и не бояться потерять все эти миллионы, миллиарды. Ну, для меня пока что. Для кого-то это копейки. Теперь копим 1500. Карта обновлена. Угу. Далекая деревня. Это место называется. Там еще внизу какой-то проход. Ну ладно, возвращаемся туда и следуем дальше. Валава. Вот за лавочку тут, конечно, обидно. Вандалы поломали. А, он не работает. Еще и лифт поломали, твари. Точнее, паутина, но... Какая разница? Лавочку сломали. Лифт запутали. Никакого праздника. Так, что там внизу? Надеюсь, не умру. Нет. Тут ничего. А мог бы быть секретик. Или если я прыгну там где-то в правую сторону, а не прям тут снизу. Точнее, в левую сторону, а не тут снизу справа. Может, там что-то было. Возможно.
Так, вот тут что-то есть. О, господи. Что это вылезло? Кример какой-то. Вернись. А что ты не пошел котлован проходить? Ну, всему своя очередь. Я не могу разорваться, все проходить. У нас глубинное гнездо, вот там еще локация с медузами. И котлован еще, кислотные, королевские стоки, то есть еще там места возле кислоты, еще есть непройденный босс. И у меня еще есть чем заняться. И все же сразу. С дороги. И все вы тоже с дороги. Ух. А, я тут был. Это тот самый шорткат. А! Понял. Мне сюда не надо. Не надо. Верните меня наверх. Будьте так... Будьте так... Меня замуровали демоны. Еще и эти все налетели. Целой кучей. Сколько у тебя сейчас грез собрано? 676. Так, будем считать, что тут больше ничего нигде нет. Опять сейчас будем пытаться прорваться сквозь всех этих тварей. Отстань. Ты тоже отстань. Так, переходим отсюда. Все, я понял, где ты еще собрал бедную руду. У меня одна руда. Нужна еще одна для еще одного улучшения. Дерево пройти или нет? Нет, идем наверх сначала, там еще есть какой-то проход. А, вижу. Ух ты, ё-моё.
На ровном месте кучу потратил хпшек. Показалось. А это тут зачем? Просто спуск такой опасный. И звуки такие, как будто кошки какие-то. Kalamatu. Kalamatu. Елисане. Здравствуйте. Мастер масок. Маска ли это или лицо? В Лунесте это порой очень трудно понять. И что? Как прекрасно иметь лицо. Жалко, не каждому оно дано. Тем, у кого в королевстве нет лица, я готов услужить. Маска, лицо. Нужно ли все это или нет, чтобы точно знать, определиться, существовать? Знает ли оно о лице, что под маской? Какой же удивительный контраст задумал червь. Интересно. И зачем он тут? И пока ничего нельзя сделать. Наверное, я сюда рано пришел. Так, а тут направо не пройти никак. Обидно. Значит, все, значит, обратно возвращаемся вниз. Я тут ничего не пропустил ведь. Ну, чисто лорный персонаж. Жалко. Получается, зря я добирался сюда. Вот как я всегда красиво падаю, как раз на мобов. Сколько раз такое было? Так, теперь деревце, значит, попытаемся пройти. Ай. Ай! Что ж такое? Поехали. Паркурить по всем этим штуковинам. О. Так, слышу гусеницу, но не вижу. Либо где-то скрытая стена, либо где-то обход с другой стороны. Не вижу. Или она вообще внизу? А, она внизу. Обман звука.
так много. Рядом секретка. Да. Дай пройти. Блин, вот ведь зараза. Толстый, не пройти сквозь него. И что, я теперь застрял? Мне в любом случае надо его как-то обойти. Иначе я наверх не попаду. Недалеко от гусенички. Но теперь мне еще и туда вернуться бы как-то. Вот тварик. Ну, тут ведь никак по-другому не допрыгнуть туда. Нет. Здорово, как дела? Здорово, сосав кит. На всякий случай осуждаю, не знаю, что за ники. Дела хорошо, у тебя как? Как его обойти, эту тварь, а? Мешает и все тут. Может пофиг на это дерево и возвращаться обратно? Давайте, пофиг. Как-нибудь в другой раз его пройду. А, или тут можно обойти. Сейчас меня мелкие убьют еще вместо той твари, будет смешно. Не бей их по маске, подожди, пока он не раскроет. Посмотри. А. Ну, если я еще раз решу с ним подраться, то попробуем. Просто он одним ударом мне сразу 2 хпшки сносит. Это прям жесткий товарищ какой-то. Черт. Ладно, значит не обязательно его обходить. Можно тут вот обойти. Я и забыл об этом обходе. Я вчера на капхеде твоем сидел. Моем капхеде? Ты сегодня Хоу играешь? Запись, в смысле, смотрел капхеда моего? Или в смысле? Сколько у тебя в сейве часов, не знаешь? Прям сейчас не знаю. Это надо выйти в главное меню и там посмотреть. Когда будем заканчивать стрим, если напомню, что гляну. Ну, столько, сколько у меня стримы вместе взятые. Я вне стримов не играю вообще. Ну, так что можешь добавить там те 5 стримов прошлых, плюс сегодняшние 3 часа 40 минут, и вот тебе все время выйдет. Так, судя по звуку, я еще не все собрал. Ладно. Ау. Еще не все. Где же еще?
Тут нету. Я могу сказать, сколько у меня на первом сейве. Это вы между собой. 24-25 часов насчитал со стримов. В принципе, ладно. Я не знаю, это нормально, много, мало. Сколько идет, столько и получается у меня. Я на дно не забрал. Так, на каком капхеде? Савкит. Ты не ответил. На моем, ты говоришь? На записи, в смысле? Или видосе? Или записи стрима? Так, вот сейчас попробуем. Капец, он еще и жирный. Как его бить-то, когда он во время своей маски лупит меня? Капец больно. И далеко. Какая-то там доля секунды буквально. Капец. О. Не на первом, а на одном. Понятно. Я недавно на Стальной Душе игру прошел на 112% за 11 часов. 112? Там же вроде максимум 113. Или ты опечатался просто. Но для первого прохождения неплохо. А то. Как эту тварь опять обойти? Как же они мешают? О, наконец-то оно сдохло. Жирный и неприятный гад. Где эта последняя штучка осталась? Или не последняя? Вроде везде я тут все смотрел. Блин, еще один. И в баню. Тут ничего и нигде и нет больше. Зашибись. Догнали в угол. И размотали. Ой, ё-моё. Аж отсюда. И сейчас все это дерево заново собирать, наверное. Надо было сразу это дерево наплевать на него и идти дальше. Я только на стрим зашел, не знаю, сколько ты прошел уже. Судя по гвоздю, грез и фулл карте, глубина гнезда, довольно неплохо. Ну вот я всю карту могу тебе показать, где я был на данный момент. Не заново, только то, что не собрал. О, слава богу. Это намного упрощает дело, что не заново. Сейчас на карте могу посоветовать взять двойной прыжок. У меня его нет. Нет у меня двойного прыжка. Если хочешь, напишу, где его взять. Нет, не надо, спасибо. Пока не надо. Пока мы идем куда идется, по ходу дела, думаю, мы его найдем и так. Что это за фигня? Второй раз появляется и сматывается. Ее ударить надо вовремя или
Это какая-то фишка, что оно тут появляется время от времени. Так, иди отсюда. И ты тоже иди отсюда. Ну дайте пройти, твари. Офигеть, вас много. Ай. Так, значит, можно вниз туда, к этому дереву не спускаться опять. А продолжать искать, где я тут, возможно, еще пропустил одну или несколько этих шариков. Где я тут мог что-то не взять? Не понял. А, его, наверное, надо активировать сначала. О! Если надо идти туда, куда они только что отлетели, тогда это надо вниз. Если это так работает. Если они находятся там, куда отлетели. Тогда окей. Небольшая подсказка. О. Все. О. Вот это я пропустил, кстати. Тухлое яйцо. Это вы там между собой общаетесь. Все. Собрали все, судя по звуку. Так, это я что-то разошелся. Ух, было больно. Так, насколько я помню, деревца с карты пропадают, когда я на лавочке сажусь. На лавочку сажусь, правильно? С остальными вроде так и было. Если так, тогда все правильно. Так, ладно, тут мы были, там мы были, там мы наверху были. Дух надо забрать, кстати. А где он? Кажется, слышу его. А, вот он. Отлично, далеко ходить не надо. Все, сматываемся отсюда. Карта. Я ведь везде все посмотрел, нигде ничего не пропустил. Там остался босс. Но рядом, если что, метро. И в этой левой части, судя по карте, везде пути все открыты. Далее вот тут в центральной части вижу один путь не открыт. Там в нижней части еще есть не открытый, и там вверху еще есть.
Слишком резко. Они еще встают тут. Где-то встают, где-то нет. Не буду забирать тут секретика, то сейчас опять только помру из-за него, как в прошлый раз. Ничего там супер-пуперского такого нет. Угу. Вот сюда я не ходил. Угу. А, тут босс. Дух еще один этот. И... И хпшка дополнительная. Куда побежал? Стоять. О, третья хпшка, это вам не хухры-мухры. Тем более у меня их маловато как-то, и сейчас боссам очень пригодятся. Все тогда. Попытаемся. Или к лавочке сходить. Не, давайте к лавочке. А то сейчас мы опять воскреснем в грязь-мути. И опять сюда переться 100 лет. Форестер, привет. Рад тебя видеть. А ты бывал на стримах? Я помню, видел, как ты зафоловился. Но не помню, был ли ты на стримах. Если что, спасибо за фоллоу. Если я тебе не говорил. Один раз был. А какой это был стрим? По Hollow Knight или по другой игре это было? Капец, я ушел с третьим местом, вернулся с первым. Магия. Вот это звуки оно издает. Так. После сохранений эти штучки синие пропадают, и их надо заново будет собирать. Ладно. Вернемся к боссу. Потом... Тут мы везде были в центре, потом либо вниз туда, вниз вправо, либо наверх. Наверх пишет, грибные пустоши опять будут. Но наверх ближе.
Так, наверное, и сделаем. Покажи способности. Так ничего не поменялось от прошлого раза. Как я показывал. Так, не сюда. Ага. Ай-яй-яй. Кстати, можешь, черную магию забрать уже мстительного духа до теневой души. Это вы все еще между собой или уже ко мне обращаетесь? Я так-то не могу понять вас. Там такой активный диалог был. К тебе. Ну тогда обращайся ником спереди, чтобы я точно понимал. А черную магию забрать уже мстительного духа до теневой души я уже могу. Ну, заберется, когда заберется. Я не сомневаюсь, что там уже много, куда я могу сходить и что-то забрать. Но сейчас в данный момент мы эту локацию досмотрим до конца. Потом будем смотреть, куда отправиться дальше. О. Теперь с кучей хпшек можно с ним драться. Открой фулл карту, пожалуйста. Опять? Такую? Или такую? Так. Ого, собрат-воин в таком месте. А я-то думал, меня одного достало силы и храбрости выжить в этой всеми забытой гадкой дыре. Меня зовут Гильон, или Гильон. Я самый сильный воин Холлоунеста. Да ты что? Я пришел в это ужасное место, чтобы испытать свою силу. Несомненно, и ты здесь за тем же. Да, мы с тобой порода особая, не чета беднягам, что пали здесь до нас. Увы, но мир не щадит слабых. Что ж, сразимся. Давай проверим нашу силу в славном поединке. Давай. Что происходит? Воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу. Так, я опять сам себя убиваю, пока натыкаюсь на все эти штуки летающие. Да ё-моё. Уже покилиться некогда.
теперь я хотя бы увидел, что он умеет. Изоизмы тоже нет. Так. Ты забрал способность в кристальном пике? Да, забрал. Даблджамп не забрал, да. Каюсь. Теперь их две. Что, теперь 3 будет? Куда ты меня в угол забиваешь, зараза? Реально 3, что ли? Ай, забили в угол, твари. Ничего. Я его победю. Побежду. И вот это вот все. Куда? Дубль 3. Ага. Блин. Еще и он сам урон тоже наносит, если я в него ударяюсь. Капец. Ой. Ну реально, я сам себя убиваю.
в лучших традициях, натыкаясь постоянно на него. Там я под эти штуки не так часто попадаю, как сам в него ударяюсь. Это тоже урон наносит много. Я надеюсь, 3 это максимум. И там не будет сейчас этих летающих штук еще 5-10. Дубль 4. Ай-яй-яй. Все? Все. 4. Невероятно. Меня наконец-то победили. Так вот, значит, как себя чувствует поверженный. Но все же я сильный, да? Когда увидишь нашего короля, расскажешь ему о моей отваге? Да. Это ведь он послал тебя проверить меня. Я знал, что он не забыл храброго Гильона. Я готов идти с тобой. Теперь мы братья, ты и я. Давай же покинем это место. Вместе. Тело воина, павшего в бою. 921 сущность. Теперь мы снова можем возвращаться к той бабке. За очередной наградой. Отлично. Ты... А его случайно не озвучил тот, кто озвучил? Братья, вы опять между собой? Если вы говорите ко мне, то пишите мой ник перед этим. Или как-то обращайтесь, что ли, а то я не понимаю, когда вы ко мне говорите или когда вы между собой говорите. Кстати, помню, что за 900 сущностей дают. А ну, не спойлерите. Вот я тоже не знаю. Точнее, ты помнишь? А я не помню. Я не знаю, в принципе. Вот сейчас пойдем узнаем. Вот так мы и обращаемся к тебе, когда по нику. Когда? Вот сейчас только впервые обратились, и мне вот тут сразу пикнуло, что ко мне обращаются, засветилось, в смысле, в чате. Так, лавочка еще разок. И теперь чуть ниже и правее. Тебе понравится. Надеюсь.
Так, теперь я хочу тут наверх подняться. Это важное сообщение, спасибо, что прочитал. А вот таким заниматься не надо. Ложными важными сообщениями, а то во время какого-нибудь боя с боссом это может отвлечь и очень сильно сбить. Поэтому не увлекайтесь сильно. Кстати, сходи в древний котлован. Как-нибудь сходим. Что ты не спишь, кстати, а стримишь? Уже ночь вроде. Так уже 4 часа мы стримим. Еще когда я начал, не было ночи. Был вечер. Но уже, может, скоро будем закругляться. А то у меня уже начало 2 ночи. Действительно. Харе из-под земли постоянно появляться, зараза. Я ничего не пропустил. Эх. Не, ничего тут вообще нет. А внизу? Внизу эта хрень ползает. Есть проход еще ниже. И там деньги есть. Понял. Я также в войсе сижу с кентами, обычно до 3-4 ночи. Вот. Эту хрень едят в Китае. Приятного аппетита. Деньги. Ты клетку пропустил? Вот эту? Которая внизу была? Если любишь деньги, но не хочешь терять их, есть один амулет. Это я знаю.
опять пропустил. Что ж я все пропускаю? Итак, что же я пропустил? Где я пропустил? Что я пропустил? Внизу что-то, наверное. Вот тут? Или правее, или левее, или внизу. Или сверху. Тут я был. Как ты под грибами бегал буквально. Говорите, что я пропустил. Бегом. Тут я был. Тут я был везде. Или не был? Или был, или не был? Я пропустил кучу. Но это не смешно. Если вы будете меня по всякой мелочи дергать, то я буду негодовать. Короче, раз вы не говорите, что я пропустил, значит будем считать, что ничего. Я иду дальше. Пропустил интересного босса. Так. Ау. Карты нет. Это другая локация считается. А если направо? Воу, куда меня? Куда? Верните. Что вы сделали? Ну что вы наделали? Падал и все заново теперь подниматься. Ну спасибо, игра, спасибо. Очень рад. Очень рад. Мне непонятно, что я рад, а я очень рад. О, и снова мы в грибных пустошах. А тут я уже был, это место я помню, там была гусеница. Тогда либо к боссу, либо к лавочке на всякий случай сначала. Наверное, да. Хотя это опять обходить, потом обратно возвращаться. С другой стороны, мне сколько? 1100?
Ладно, давайте быстренько туда и обратно. Или оставить его на следующий раз. И не дергаться. А еще не факт, что мы сейчас по дороге не умрем. Далеко не факт, вспоминая мою любимую грибную локацию. Блин. Ты на крестовине играешь? Я на геймпаде играю. Секретных боссов можно полить, но не рассказывать, где они, а просто сказать, что есть. Или какой-то локации синий. Нет. Эта кроха выглядит аппетитно. Съесть ли ее? У прочих, кто был здесь, совсем не было вкуса. Мысли, не надо мне есть. Остальное мы уже слышали. Карта обновилась. Ага, да. Теперь тут все везде показалось. Там слева босс. Еще там внизу есть проход, который, наверное, в котлован потом отведет меня. Так, раз мы возле метро, сейчас мы поедем опять к той бабке, которая за сущностями что-то даст. Валава. И не знаю, наверное, будем закругляться. Можно говорить, что не боссогрозящий, который в далекой деревне обозначается на карте. Если что, я его давным-давно в курсе и специально пока оставил на следующий стрим. Я же вижу, что он на карте обозначается. Так что он вряд ли секретный, если вы о нем все это время говорили. Тогда пока что в глубинном гнезде, походу, все. Там вот босс остался грязящий, там возле грибных пустошей еще один босс, запомнили его, и там внизу остался только проход, который в котлован, наверное, ведет. Значит, в следующий раз мы пойдем либо в тот проход, либо попользуемся наконец-то вот этими вот вагонетками, трамваями. Котлован, наверное, посмотрим. Королевские стоки, наверное, пройдем до конца. И, может, пойдем, наконец, в локацию с медузами. Так, блин, я не туда приехал. Я не туда приехал. Te juro. Кстати, мне же надо глянуть, что там по свету.
Надо ли нам прямо сейчас закругляться, а то сейчас свет вырубится, будет смешно. Сейчас уточню. Не, все нормально. Так, ты вернулся. Так ты уже собрал 700 сущностей. Интересно, наблюдают ли за тобой грязящие или даже тот древний король? Так я не 700, я даже 900 уже собрал. Тюрьма, созданная ими, отчаянно, так хитро. Интересно, как долго, по их мнению, ему предстояло продержаться? Но я их не презираю. В течение времени каждое повторение истории тревожит меня все меньше. Возьми мой дар и продолжай сбор сущностей. Приходи, когда соберешь 900, я уже собрал. Я молодец. Ага, вторая часть. И еще раз. В сердце гвоздя 900 сущностей. Удивлен ли ты, что это старое королевство хранит в себе столько скрытых грез? Да, теперь ты видишь, как связаны мы со своими грезами, что мы оставляем в этом мире, словно слезы и пыли. Пришло время и тебе узнать, как вернуться в места, связанные с тобой. Крепко возьми за гвоздь грез, гвозденосец, и вообрази, как перед тобой открываются огромные врата. Надеюсь, это не что-то, к чему мне пока рано. Изучено врата грез. Удерживайте треугольник, чтобы открыть врата грез. Чтобы это ни было. Гвоздь так ярко светится, продолжай в том же духе, когда соберешь 1200. Это королевство так и полнится старыми воспоминаниями, красивыми и зловещими. Найди их, познай их, собери их, самую сущность. Сколько нас уже там? 921. Сколько еще раз? 1200? 1200, все. Ждем, копим, собираем. Так, а что за... это самое? Врата грез. В некоторых областях королевства нельзя ставить врата грез. С ними связано слишком мало снов и воспоминаний. Что это такое? А ты как хочешь игру пройти полностью или на одну из концовок просто? А чтобы на другие концовки пройти игру надо заново проходить? Если так, то нет, я не собираюсь игру перепроходить 100 раз. Полностью это на 112%. Нет, я не планирую, но не загадываю, что точно так оно и получится. Мало ли как через пару стримов там выйдет все. Может как-то я случайно пройду почти на 112. Там останется совсем чуть-чуть, то я допройду. Но на данный момент не планирую, нет. Нет, не нужно. Посмотрим. Что это за врата грез? Для чего они нужны? Могу сказать, как упростить игру? Не. Уж что, а упрощать нам точно ничего не надо. Врата грез — это портал в одну сторону. Тогда, я так понимаю, мне пока его не надо активировать. Если это в какую-то локацию ведет, или в DLC, или что-то типа этого, то я пока это оставлю чуть-чуть попозже. Такс. Сейчас я... Останусь ли здесь или куда-то телепортнуться на следующий раз?
Может, вокзал короля, и оттуда мы пойдем потом в следующий раз в Королевский сток и котлован? Да, давайте так. Амисоду. Его можно ставить самому и бесконечное количество раз. А что эти врата делают? Для чего они? Вот что меня интересует. Гость грез и вниз поставить. Гость грез и вверх, телепорт туда, где поставил. А-а-а. Это телепорт можно ставить где угодно. Ух ты. Прям вообще на всей карте? Или в одной какой-то локации только? Или на всю карту это распространяется? Вот, допустим, в зеленой тропе я поставил, я сейчас нахожусь где-то в котловане. И я могу из котлована в зеленую тропу тэпнуться, да? Если это так работает, то круто. Да, на всей карте? Ну тогда классная штука. Тогда надо будет на следующем стриме этим попользоваться. Так, ну что, тогда я тут остановлюсь. В следующий раз мы пойдем либо в котлован, либо в стоки. Досматривать их до конца. Там есть, во-первых, деревце, во-вторых, босс есть, которого я пропустил. Во-вторых, котлован почти полностью не исследован. Ну и в стоках там есть какие-то места пропущенные. Потом посмотрим. Либо пойдем к тому боссу возле грибного гнезда. Грибных пустошей, а глубинного гнезда, блин, я их путаю постоянно. Там был босс, я помню. И в далекой деревне был босс. Может, туда мы пойдем. Ну и медузная локация тоже остается в планах. Вот. Этим всем мы займемся в следующий стрим. Обычно его ставят на вокзал Рогача. Ну, логично, да. Чтобы была и лавочка, и метро сразу, если что, вдруг. Чтобы удобно максимально. 1 из 10. Котлован интереснее будет и полезнее. Но если там двойной прыжок дают, то тогда да, тем более. По-любому. Врата нельзя ставить только в грезах и в комнатах с боссами. Ну, логично. Было бы слишком имбово, наверное. Игра не позволит. Такс. Давайте закругляться тогда. Стрим шел 4,5 часа. Более чем нормально. Спасибо, скажу всем, кто был на сегодняшнем стриме, кто активничал в чате сегодня. Кто, может, смотрел этот стрим молча в чате, ничего не писал, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе, и тем, кто в записи этот стрим будет пересматривать. Всем спасибо. До встречи на следующих стримах по Hollow Knight или, может, почему-то еще на канале. Новичкам, кстати, всем спасибо за подписки там и за то, что присоединились к нам тоже. Вот. И увидимся, надеюсь, скоро. Может завтра, может нет. Может продолжим Hollow Knight. Все. Всем удачи. Всем пока.